Триасовый период. Сегодня мы отправимся в увлекательное и познавательное путешествие, охватывающее удивительный Триасовый период, который длился примерно 50 миллионов лет. Это эпоха возрождения жизни после самого крупного вымирания в истории нашей планеты, когда исчезло около 95% всех видов. Что представляла собой Земля того времени? Климат теплый и влажный, континенты объединены в единый суперконтинент Пангею. Повсюду произрастают огромные хвощи и папоротники, а также первые галосеменные растения. Это время великих биологических экспериментов и удивительных существ. Начнем с листрозавров. Представьте себе крепкого зверя размером с большую собаку, с бочкообразным телом и короткими ногами, увенчанного забавной мордой с клювом. Листрозавры были полуроющими животными и проводили много времени в своих подземных норах, что позволяло им переживать суровые условия и избегать опасности от хищников. Благодаря мощным передним конечностям они эффективно выкапывали укрытия и добывали коренья, которыми питались. Эти крепкие существа были настолько многочисленными, что почти половина всех наземных позвоночных Триаса были именно листрозаврами. Следующее существо, с которым мы познакомимся, это циногнат. Представьте себе животное, похожее на крупного волка или собаку, но с совершенно другой анатомией. Циногнат был примерно 1,5 метра в длину и обладал мощным мускулистым телом, предназначенным для быстрого бега и молниеносных атак. Одной из главных особенностей циногната были его сильные челюсти, оснащенные впечатляющим набором острых зубов, идеально подходящих для охоты на разнообразную добычу. От мелких рептилий и амфибий до более крупных животных. Благодаря своей выносливости и скорости, циногнаты были грозными хищниками и занимали верхние позиции в пищевых цепях того времени. Но что делает циногната особенно интересным для ученых? Это его место в эволюционной истории. Циногнат принадлежал группе тиреодонтов или зверозубых рептилий, от которых впоследствии произошли первые настоящие млекопитающие. Некоторые особенности строения циногната уже напоминали признаки млекопитающих. Его конечности располагались почти прямо под телом, а не по бокам, что позволяло ему более эффективно и быстро перемещаться. Также ученые считают, что у циногнатов могла быть примитивная шерсть, защищавшая их от температурных перепадов Триасового периода. Кроме того, считается, что циногнаты могли проявлять более сложное поведение по сравнению с другими рептилиями того времени. Они вполне могли заботиться о своем потомстве и, возможно, даже охотились небольшими группами, что было редкостью для той эпохи. Таким образом, циногнат не просто доисторический зверь, а важная ступень на пути к современным млекопитающим. Этот необычный хищник является живым доказательством того, как природа медленно, но неуклонно экспериментирует, создавая новые формы жизни и прокладывая путь для эволюционных открытий. Теперь перейдем к архозаврам. Это важнейшая группа животных Триасового периода. Архозавры – это рептилии, от которых впоследствии произошли динозавры, крокодилы и птерозавры. Один из первых архозавров – Эораптор, крошечный первопроходец динозавровой эры, живший около 231 миллиона лет назад. Представьте небольшое, легкое животное длиной чуть больше метра, проворное и ловкое, передвигающееся на 2 сильных ногах. Эораптор был всеядным охотником. Он мог ловить мелких животных и ящериц, а также поедать растения. Он считается одним из первых настоящих динозавров. В водоемах Триаса доминировали фитозавры. Эти удивительные рептилии, жившие около 230 миллионов лет назад, внешне напоминали современных крокодилов, но на самом деле не являлись их прямыми родственниками. Фитозавры были впечатляюще крупными. Некоторые виды достигали 10 метров в длину. У них были мощные челюсти с длинными острыми зубами, идеально подходящими для захвата добычи.
Их глаза и ноздри находились высоко на голове, позволяя фитозаврам почти полностью погружаться под воду, оставаясь незаметными для жертвы. Это делало их совершенными мастерами засадной охоты. Рацион фитозавров был разнообразным. От рыбы до мелких рептилий и даже молодых динозавров, которые неосторожно подходили к воде. С помощью своей молниеносной атаки фитозавры легко ловили добычу, быстро утягивая ее под воду. Однако, несмотря на внешнее сходство с крокодилами, фитозавры были лишь далекими родственниками современных рептилий. Они представляли собой отдельную ветвь архозавров, которая полностью вымерла к концу триасового периода, уступив место настоящим крокодилам и динозаврам. В небесах триасового периода царили птерозавры, первые летающие рептилии. Один из ранних представителей – Эудиморфодон. Это одно из первых летающих существ триасового периода, жившее примерно 210 миллионов лет назад. Представьте небольшую рептилию с размахом крыльев чуть больше метра, стремительно парящую над древними водоемами и лесами. Эудиморфодон был одним из первых представителей птерозавров, уникальной группы летающих рептилий, освоивших воздушное пространство задолго до птиц. Одной из самых интересных черт этого существа был его зубастый клюв, оснащенный множеством острых зубов разных форм и размеров, благодаря которым он легко ловил мелких рыб и насекомых прямо на лету. Эти птерозавры обладали крыльями, сформированными из тонкой кожи, натянутой между удлиненными пальцами передних конечностей и телом. Это позволяло им невероятно быстро маневрировать и ловко уклоняться от более крупных хищников. Обитали эудиморфодоны в прибрежных районах, проводя большую часть времени в полете и приземляясь лишь для отдыха и, возможно, откладывания яиц. Именно эудиморфодон и его родственники первыми открыли воздушное пространство для позвоночных животных, проложив дорогу гигантским птерозаврам юрского и мелового периодов. А теперь обратим внимание на море Триаса. Водные пространства того времени были заселены ихтиозаврами, похожими на дельфинов, но являющимися рептилиями. Миксозавр – древний обитатель океанов, живший около 240 миллионов лет назад. Миксозавры были ранними представителями ихтиозавров. Это уникальная группа морских рептилий, которые по своему облику напоминали современных дельфинов. Эти стремительные пловцы достигали около 2 метров в длину и имели обтекаемое тело, что позволяло им легко маневрировать и развивать высокие скорости под водой. Особенность миксозавров – большие глаза, которые помогали им охотиться в глубоких водах даже при недостатке света. Их челюсти были наполнены острыми коническими зубами, идеально подходящими для захвата рыбы и кальмаров, составлявших основу их питания. Но одной из самых интересных деталей было то, что миксозавры были живородящими. Они не откладывали яйца на суше, а рождали живых детенышей прямо в воде. Эта уникальная черта позволяла им полностью оторваться от береговой линии и покорить открытый океан. Миксозавры стали одними из первых успешных морских хищников, открыв дорогу более крупным и знаменитым ихтиозаврам, которые позже будут доминировать в морях юрского и мелового периодов. Также морские и прибрежные экосистемы были домом для нотозавров, полуводных рептилий с длинными шеями, которые могли свободно плавать и выходить на сушу. Они охотились на рыб и моллюсков, отдыхая на берегах, согреваясь под солнечными лучами. Но триасовый период был временем не только для рептилий. Перед вами чрезвычайно важное существо триасового периода – Морганукодон, одно из первых настоящих млекопитающих, жившее около 205 миллионов лет назад. Представьте себе крохотное животное размером не больше мыши или землеройки, ловкое и незаметное, ведущее скрытный образ жизни под покровом ночи. Морганукодон обладал небольшим удлиненным телом, покрытым, вероятно, тонкой шерстью, защищавшей его от перепадов температур.
Эти создания имели острые зубы, которые позволяли им легко питаться насекомыми и мелкими беспозвоночными. Благодаря своему небольшому размеру и осторожному образу жизни, морганукодоны успешно избегали встреч с крупными рептилиями, хозяевами триасового периода. Интересен тот факт, что морганукодон был уже очень близок по строению к современным млекопитающим. У него была развитая нижняя челюсть, которая состояла из одной кости. Отличительная особенность млекопитающих, позволяющая лучше пережевывать пищу. Более того, вероятно, морганукодоны уже могли заботиться о своем потомстве, что обеспечивало им преимущество в борьбе за выживание. Это маленькое существо, напоминающее современных землероек, ведущее скрытный образ жизни и избегающее крупных хищников. Удивительно, как триасовый период заложил основу будущих экосистем, подарив миру первые формы животных, которые будут доминировать миллионы лет. Именно тогда началась эпоха динозавров, сформировались основы для появления птиц и современных млекопитающих. Представьте себе животное, похожее на черепаху, длиной до 3 метров, с массивным телом, покрытым крепким панцирем и защищавшим его от хищников. Это плакодонт. Плакодонты были настоящими мастерами добычи моллюсков и ракообразных. Их мощные челюсти с плоскими прочными зубами легко дробили раковины даже самых твердых моллюсков, позволяя им добывать вкусное и питательное мясо. Благодаря своему панцирю и сильному телосложению, плакодонты уверенно чувствовали себя в прибрежных водах, защищенные от большинства хищников своего времени. Интересной особенностью плакодонтов является их способ плавания. Они были не слишком быстрыми, поэтому часто передвигались медленно по дну моря, собирая пищу и оставаясь практически незаметными. Этот образ жизни сделал их уникальной частью триасовой морской экосистемы, подчеркивая удивительное разнообразие форм, которые жизнь принимала в этот период. Плакодонты, хотя и вымерли к концу Триаса, навсегда оставили след в истории эволюции, демонстрируя удивительные адаптации природы и ее способность создавать уникальных существ, приспособленных к жизни в самых разных условиях. А вот еще одно удивительное существо Триаса – нотозавр. Эти необычные рептилии жили примерно 210 миллионов лет назад и были настоящими морскими странниками древнего мира. Представьте себе животное с длинным телом, вытянутой шеей и перепончатыми лапами, похожее одновременно на тюленя и ящерицу. Длина нотозавров составляла до 4 метров. Их гибкое тело и мощные конечности позволяли им отлично плавать и ловко маневрировать под водой в поисках рыбы и моллюсков, которые составляли основу их рациона. Нотозавры вели полуводный образ жизни. Хотя они прекрасно чувствовали себя в море, охотясь и избегая опасностей в воде, отдыхать и размножаться они предпочитали на суше. Именно на берегах древних морей они согревались под лучами солнца, вероятно, собираясь небольшими группами, подобно современным морским львам. Одной из особенностей нотозавров были их длинные острые зубы, идеально подходившие для ловли рыбы. Строение их тела было настолько успешным, что именно нотозавры считаются предками плеозавров и плезиозавров, которые в свою очередь были легендарными морскими хищниками юрского и мелового периодов. Представьте рептилию, которая выглядела так странно, что многие палеонтологи сначала даже не могли поверить в ее существование. Это танистрофей. Танистрофей жил около 242 миллионов лет назад, а его главным отличием была невероятно длинная шея. Это примерно половина от общей длины тела, которая могла достигать 6 метров. Внешне он напоминал гигантскую змею на тонких, но сильных лапах. Ученые долго спорили, для чего танистрофею понадобилась такая удивительная шея. Сегодня большинство исследователей сходятся во мнении, что танистрофей вел полуводный образ жизни, охотясь на рыбу.
Он, скорее всего, неподвижно стоял на берегу или на мелководье и быстро выхватывал добычу из воды с помощью своей необычайно длинной шеи. Кроме того, длинная шея позволяла Танистрофею незаметно подкрадываться к добыче, оставаясь вне ее поля зрения. Однако, несмотря на свою уникальную адаптацию, передвигаться Танистрофею было не так уж и просто. На суше его движения были медлительными и неуклюжими. Танистрофей – один из самых необычных примеров эволюционного эксперимента природы, демонстрирующий, как сильно могли различаться формы жизни триасового периода. Удивительное существо, о котором мы продолжаем узнавать новые подробности благодаря находкам ученых по всему миру. А это грозный герерозавр. Один из первых настоящих хищных динозавров в истории Земли. Герерозавр был внушительным животным, достигавшим до 4 метров в длину и весившим около 200 килограммов. Представьте существо с мускулистым телом, мощными задними конечностями и крупными острыми зубами, идеально подходящими для захвата и удержания добычи. Этот ранний динозавр был чрезвычайно ловким и быстрым хищником, который мог легко догонять и атаковать животных своего времени, таких как мелкие рептилии, ранние динозавры и даже амфибии. Герерозавр обладал сильными передними лапами с острыми когтями, которые помогали ему удерживать и обездвиживать жертву. Находки останков герерозавра в Аргентине позволяют ученым предполагать, что он занимал верхние уровни пищевой цепи триасового периода. Это был один из первых шагов природы на пути к эпохе господства крупных хищных динозавров, таких как аллозавр и тираннозавр, которые появятся позднее. Можно сказать, герерозавр является ключевым звеном эволюции, одним из первых успешных образцов того, как динозавры начали завоевывать мир, прокладывая дорогу самым знаменитым хищникам в истории нашей планеты. Поговорим о ринхозавре. Это один из самых успешных и распространенных животных триасового периода. Ринхозавры были удивительными существами размером с овцу или свинью, с массивным коренастым телом и короткими крепкими ногами. Однако самая необычная их особенность – это уникальный клювообразный рот, оснащенный острыми режущими краями, идеально приспособленный для измельчения жесткой растительности и корней. Эти травоядные животные были чрезвычайно многочисленны и широко распространены по всему суперконтиненту Пангея. Их успешность связана с их способностью выживать на весьма скудной и грубой растительной пище, которую другие животные просто не могли усваивать. Это делало ринхозавров важнейшими существами триасовых экосистем, своеобразными садовниками своей эпохи. Удивительно, но ринхозавры составляли значительную часть всех наземных животных триаса, являясь основной добычей для многих хищников того времени. Их многочисленность и доступность стали важным фактором развития первых крупных плотоядных динозавров и других архозавров. К концу триаса ринхозавры полностью исчезли, уступив место новым, более специализированным животным. Теперь познакомимся с протерозухом. Он был один из первых крупных наземных хищников, господствовавших на Земле около 250 миллионов лет назад, сразу после Великого Пермского вымирания. Представьте себе рептилию длиной около 3 метров, напоминающую современных крокодилов, но гораздо более древнюю и примитивную. Протерозух имел длинное стройное тело, мощные лапы и вытянутую голову с внушительными челюстями, полными острых зубов. Эти ранние хищники были активными охотниками, нападая на мелких рептилий, амфибий и рыб. Несмотря на внешнее сходство с крокодилами, протерозух не был водным животным. Он охотился преимущественно на суше, активно преследуя свою добычу и используя резкие атаки, чтобы схватить ее мощными челюстями. Протерозух – это яркий пример того, как жизнь быстро восстанавливалась после глобальных катастроф.
Эти рептилии сыграли важную роль в экосистеме раннего Триаса, став одними из первых успешных крупных наземных хищников нового мира. Хотя протерозухи исчезли еще в первой половине Триасового периода, они стали важным эволюционным шагом, открыв дорогу для более специализированных и совершенных хищников, таких как фитозавры и ранние динозавры, которые позже займут доминирующие позиции в животном мире планеты. А теперь расскажем о малоизвестном, но крайне важном существе Триасового периода. Это Стракоодон. Одно из самых ранних млекопитающих, жившее около 200 миллионов лет назад в самом конце Триаса. Стракоодон был совсем крошечным, размером с мышь или землеройку, весом всего несколько десятков граммов. Он вел ночной образ жизни, скрываясь от доминирующих динозавров и рептилий, которые правили планетой днем. Под покровом темноты Стракоодон выходил на охоту, поедая насекомых, личинок и других мелких беспозвоночных. Интересно, что строение черепа и зубов Стракоодона уже сильно напоминало современных млекопитающих. У него были четко выраженные резцы, клыки и коренные зубы. Это важный признак, отделяющий млекопитающих от их предков. Его нижняя челюсть состояла из одной кости, как у нас с вами, в отличие от более примитивных животных. Ученые предполагают, что у Стракоодона уже была шерсть, защищающая от перепадов температуры и, возможно, даже зачатки теплокровности. Это способность сохранять постоянную температуру тела. Все это делало его невероятно выносливым и адаптированным к жизни в мире гигантов. Посмотрели видео? Ставьте палец вверх и оставляйте комментарии, а также жмите в колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные видео от канала «Реальное нереальное».